Привет, ребят! У меня сегодня для вас незапланированное видео, просто решила сегодня поделиться с вами своими мыслями, эмоциями. Я вот недавно приехала с мужем из Санта-Барбары, у нас был такой мини-отпуск, я просто прекрасно отдохнула, чувствую себя гораздо лучше и сейчас с новыми силами. С вдохновением буду продолжать работать над своими проектами, над контентом, над YouTube-каналом в том числе. Пока у меня видео в монтаже, я решила для вас записать сегодняшний ролик и поделиться своими мыслями насчет эмоционального выгорания. На самом деле очень многие люди сталкиваются с этими явлениями, находятся в этом состоянии, находятся порой очень долго и даже не понимают, что с ними происходит, то есть они даже не знакомы с этим термином. Хотя этот термин появился еще в 70-х годах, кажется, американский психотерапевт назвал это состояние. Как же понять, что такое эмоциональное выгорание и диагностировать у себя это явление? Скажем, если описать это кратко и своими словами, это когда тебя от всего тошнит. Тебя тошнит от твоей работы, от твоих друзей, от твоего окружения, от самого себя, в конце концов. Тебя раздражает все. Вообще не хочется ничего делать. Ты не удовлетворен тем, что ты делаешь, как ты это делаешь. Хочется спрятаться от всего на свете. Это, скажем, скорее всего, является эмоциональным выгоранием. Наступает такой момент, когда человека очень долго что-то не устраивает, раздражает, а потом пропадает всякий интерес ко всему и такое состояние апатии, что ли, когда уже просто нет никаких эмоций. И вот человек такой, как робот, делает просто на автомате ряд каких-то действий в семье, на работе, ну, потому что так нужно. Но на самом деле внутри его как будто что-то погасло, и как будто просто нет вдохновения и желания что-то делать, идти дальше. На самом деле это очень опасное состояние, потому что если человек находится вот в таком состоянии эмоционального выгорания на протяжении очень долгого периода времени, это может привести к серьезным психологическим расстройствам, вплоть до депрессии, суицидальных каких-то мыслей. Порой может потребоваться действительно серьезная медицинская помощь. На самом деле очень круто, что в 21 веке мы живем, и все-таки сейчас все люди чаще и чаще рассказывают о своем опыте работы там с психотерапевтами, что сейчас, например, в странах СНГ это начинает быть более развито, нежели, например, даже 5 лет назад. Я вижу, что многие люди обращаются к психологам и не стесняются об этом говорить и проявляют инициативу, и это круто. Я очень рада, что эта западная тенденция, она наконец-то приходит к нашим людям. И мне кажется, что это действительно поможет людям избежать многих проблем в своей жизни. С этим состоянием может столкнуться, в принципе, любой человек, любой профессии, но чаще всего все-таки подвержены этому люди, которые работают с другими людьми часто, которые несут много ответственности на себя. Творческие люди, когда, да, нужно постоянно что-то создавать. Должно быть всегда вдохновение. Но, например, если мы хотим совместить творчество и какую-то коммерцию, да, если мы должны создавать какой-то продукт, товар, то есть, да, благодаря нашему творчеству, это ведь должно быть как конвейер, то есть это, чтобы зарабатывать на этом деньги, это нужно делать регулярно. А у творческого человека просто нет столько ресурсов, нет столько вдохновения чаще всего, чтобы как машина делать и делать. И то есть такие люди, конечно же, будут сталкиваться с вот этим вот эмоциональным выгоранием. Если говорить обо мне, то да, в принципе, я могу тоже сказать, что у меня было эмоциональное выгорание, но я не довожу себя до состояния, когда это затягивается надолго. Если несколько дней подряд я чувствую, что я устала, что мне не хочется отвечать на какие-то сообщения, на звонки, что мне не хочется ни с кем встречаться, мне не хочется фотографироваться, мне не хочется делать контент. То есть, если я чувствую раздражение, отторжение от всего, чем я занимаюсь и что я обычно люблю, то это как бы плохой звоночек, это говорит о том, что нужно тут же делать брейк, и я отправляюсь в небольшой такой мини-отпуск со своим мужем, и чаще всего меня это спасает. То есть, для меня это такой спасательный круг, который никогда меня не подводит, и, в принципе, 3-4 дня мне хватает для того, чтобы я восстановилась. У человека 2 выходных, да, там, ну, возьмем, как обычно, суббота и воскресенье. И часто вот у меня было такое, что, ну, я думаю, вот, ну, у меня же есть 2 дня в неделю, что я, в принципе, могу отдохнуть. Почему мне этих дней как будто не хватает? То есть эти выходные как будто проходят мимо меня, и меня постоянно это как бы смущало, этот факт. Думаю, почему же я не могу восстановиться? Но дело в том, что наша усталость имеет свойство накапливаться. Когда человек на протяжении долгого периода времени находится в таком рабочем состоянии, в каком-то стрессовом состоянии, когда у человека все-таки выдается ему возможность, чтобы отдохнуть, ему нужно какое-то время, чтобы отключиться от своей работы. Он не может, вот сегодня он работает с утра до вечера, а тут же завтра раз и все, и он уже расслаблен и отдыхает. Так не бывает. Нашему мозгу нужно время для того, чтобы перестроиться, перейти с этого рабочего состояния в состояние отдыха. И это нужно, ну, хотя бы 1-2 дня, ну, я беру минимум, окей, пусть это будет хотя бы 1 день для того, чтобы человек
человек мог как бы уже плавненько переключиться с работы на отдых. То есть это такой промежуточный день, когда вы, например, еще в первой половине дня выполняете какие-то свои небольшие рабочие моменты, где-то кому-то что-то ответили, что-то доделали, какую-то задачу дали там своим работникам указания, либо еще что-то, но уже как бы не так много работы, как обычно, и там вторую половину дня вы там можете вообще не работать, и потом уже следующий день вы полностью расслабляетесь и ничего не делаете. Потом второй день вы ничего не делаете, отдыхаете, и потом нужен снова один день для того, чтобы снова перейти из состояния отдыха в рабочее состояние. То есть вы опять начинаете браться за работу, но еще не на полную, для того, чтобы опять-таки не создавать для себя стресс и не создавать своему мозгу там сильную нагрузку. Если, например, мы говорим про отпуск, то есть человеку нужно реально 3 недели. Неделю человек опять-таки от работы переходит в состояние отдыха, неделю он полностью расслабляется, отдыхает, и следующую неделю он потихоньку включается в работу. То есть мне кажется, что так правильно. Ну, конечно же, я понимаю, что жизнь, она не идеальна. Одну неделю у меня там много нагрузки, я могу месяц даже работать нон-стоп, то есть какие-то проекты, что и дня даже не выкроить никак. А бывают моменты, когда все окей, то есть я могу выделить себе это время. У меня не нормированный рабочий график, поэтому как бы бывает по-разному. Да, что касается других людей, я понимаю, что у каждого свой график работы, у всех по-разному, поэтому, ну, тут уж сложно судить и советовать другим людям, как правильно или неправильно, потому что, конечно же, это все очень индивидуально. Но опять-таки все зависит от того, как человек еще расставляет свои приоритеты, потому что многие люди считают, что действительно, если много работать, другого выхода нет, нужно работать, 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 но, как показывает практика, человек не работает столь продуктивно и качественно, когда он не отдыхает. Для того, чтобы человек выполнял свою работу хорошо, чтобы не совершал ошибки, чтобы все делал круто, качественно, чтобы приходили какие-то новые идеи, чтобы создавать какие-то шедевры, если мы говорим про творческую какую-то специальность, чтобы не было проблемы там с коммуникацией на работе, человек должен быть отдохнувшим. И да, вот, например, мой муж, он такой трудоголик, что просто, ну, таких надо только поискать. Ему нужно постоянно что-то делать. Он работает с утра до вечера, и даже когда мы едем на отдых, все равно он не может полностью отключиться, все равно какие-то звонки, кому-то нужно ответить. И я понимаю, потому что сейчас у нас работает более 20 человек, я не знаю точную цифру, но очень много людей, и ему нужно каждому дать какие-то указания, с каждым нужно поговорить, узнать, как обстоят дела, и если он этого не сделает, то работа будет стоять, неправильно будут происходить процессы, либо мы будем терять деньги, либо еще что-то, поэтому ему нужно все это контролировать. Как бы мы работаем, мы стремимся, чтобы отдыхать все-таки больше. Если говорить конкретно о моей работе, в этом всем меня, конечно же, напрягает больше всего многозадачность, потому что работа довольно-таки разносторонняя и очень много разных задач везде, и от этого, конечно же, просто идет кругом голова, от этого устаешь, и это иногда вызывает тревогу и прокрастинацию. Просто в какой-то момент ты просыпаешься и понимаешь, что везде так всего много, везде каких-то даже мелочей и не мелочей со всех сторон, что просто реально хочется от этого спрятаться и вообще ничего не делать. И это тоже очень плохо, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и расслабляться. Профессия блогер — это, да, очень многозадачная профессия. То есть ты сам себе режиссер, оператор, продюсер, маркетолог, копирайтер, дизайнер, монтажер, ретушер, модель, фотограф, и можно еще много всего сюда же включить. Да, делегирование — это, конечно, круто, я стараюсь какие-то вещи делегировать, но очень тяжело найти людей, которые бы делали так, как тебе нравится, к сожалению. Что бы я кому ни поручала, потом чаще всего мне приходилось переделывать, делать как-то иначе, поэтому, к сожалению, я не могу полностью взять все и поручить. Ну, то есть это невозможно даже. Ну, да и я бы не хотела это делать, потому что я на самом деле люблю свою работу. Помимо блогинга, то есть блогинг, что у меня, это и ведение социальных сетей, это ведение YouTube-канала, но помимо этого всего у меня есть 2 бизнеса. Это и онлайн-фитнес-платформа Wispens, и модельная школа. Также у меня свои модельные съемки. И как бы все в кучу. И это такой нехилый объем работы, который нужно делать. Но, тем не менее, я стремлюсь к тому, чтобы наладить так все эти процессы, чтобы действительно часть того, что я делаю, я могла бы как-то делегировать и делать действительно только те вещи, которые мне доставляют истинное удовольствие. А это, скажем, более такие творческие вещи. В первую очередь от эмоционального выгорания меня спасает смена картинки, смена обстановки. Это очень важно, особенно природные места. Меня ничего так не восхищает и не вдохновляет, как природа. Я просто обожаю смотреть на воду, на океан, на озера, горы, какие-то хайкинги. Я это люблю, и сразу после этого хочется жить, творить, что-то делать. Да, это прекрасно. В Санта-Барбаре просто было восхитительное место, там вообще все безумно
красивое, все зеленое, красочное, как будто там, знаете, насыщенность картинки просто повысили по сравнению с LA. Вот там трава реально зеленее. Я не знаю, с чем это связано, возможно, там более повышенная влажность. Очень классное место, и я буду, конечно же, туда чаще приезжать. Там еще, на самом деле, очень много мест, где я не была. Да и вообще, ребят, для всех жителей каких-то мегаполисов, шумных городов очень важно выбираться в такие более спокойные, уединенные, красочные места. Не обязательно ехать за 3-9 земель, с учетом того, что сейчас пандемия, да, и границы и так закрыты, но я уверена, что в каждой стране есть прекрасная природа, есть какие-то прекрасные горы, речки, какие-то поляны, деревни, места, куда можно поехать и просто отдохнуть душой. И, конечно же, нужно обязательно это делать в свой выходной. Опять-таки, если у вас, например, сидячая работа какая-то, вы в офисе сидите, то нужно менять обстановку, нужно, может, наоборот, создавать себе такой более активный отдых, там, какие-то походы, что-то придумывать такое. Если вы, например, на ногах, у вас какая-то физическая сильная нагрузка, когда вы работаете, то, возможно, наоборот, стоит делать более пассивный отдых. Еще, ребят, такой момент. Очень важно, чтобы этот отдых для вас был действительно отдыхом, потому что если мы, например, берем большую семью, у каждого могут быть свои интересы. Ваш муж может, например, хотеть какой-то активный отдых, а вы, наоборот, хотите пассивный отдых. Либо там ваши друзья вас приглашают куда-то тоже на какой-то отдых, а вы понимаете, что вроде бы и хочется, но в то же время вы не отдохнете рядом с ними. Поэтому очень важно включать здоровый эгоизм, ваши интересы, ваше здоровье, как бы и физическое, и психологическое, должно быть у вас на первом месте. Если у вас есть ваш законный отдых, ваши выходные, ваш отпуск, вы должны реально отдохнуть, а не подстраиваться под других людей. И если вы будете отдохнувшая, здоровая, счастливая, то это, наоборот, очень хорошо скажется на вашей атмосфере дома, на ваших отношениях с мужем, с детьми, на работе. Также у меня существует такое правило, либо жизненный принцип, не знаю, как правильно это охарактеризовать, но я такой человек, что я никогда ничего не терплю. И я считаю, что вообще терпеть что-либо в этой жизни, долго терпеть, это очень плохо для нашего психоэмоционального состояния. Это то, что потом выливается во множество как бы страшных последствий, вплоть до суицида, до каких-то депрессивных расстройств и до уничтожения личности вообще как таковой, самим же человеком. Что я имею в виду? Ну вот, например, многие считают, что нужно постоянно приносить какие-то жертвы кому-то во имя детей, во имя родителей, во имя мужа, во имя еще чего-то. Люди что-то терпят плохое отношение на работе, терпят плохое отношение в семье, от родителей, от мужа, от детей, от друзей, токсичное окружение. И непонятно, почему они это делают, но они это делают просто годами. И во что это все выливается? Вначале, когда человек что-то терпит, конечно же, ему это не нравится, у него это вызывает дискомфорт, внутренний такой диссонанс, что ли. Человек расстраивается, злится, раздражается, но это не самое страшное. Самое страшное, что когда он терпит на протяжении долгого периода времени, все это накапливается в нем, это может вызывать психосоматические заболевания, расстройства. Если человек никак это тем более не показывает, он может просто, как вам сказать, перестать сам себя уважать. Это тоже может вызвать у него апатию, полная, скажем, потеря либо какого интереса ко всему. То есть человек становится таким вот, ну знаете, таким немножко овощем. Вот он просто терпила по жизни. Ну вот, например, женщине постоянно на работе кто-то говорит какие-то колкости, например, ее же коллеги, либо начальник, либо постоянно какие-то намеки на ее некомпетентность, либо с ее мнением не считаются, то есть не ценят ее труд, не считают ее ценным специалистом, либо платят немного, то есть и все в совокупности, как бы, конечно же, это будет давить на этого человека, на эту женщину, и она начнет сама себя считать, что, как бы, ну да, она недостойна, она как бы некомпетентна, либо она там глупая, у нее не хватает знаний, так кто меня возьмет на другую работу, я и так плохо работаю, ну вот вы понимаете, либо мужчина, да, который унижает постоянно женщину, то есть он ей постоянно говорит, что ну посмотри, там ты толстая, ну ты некрасивая, да кто там кроме меня на тебя посмотрит, либо там еще чего-то, то есть давит, да, на какие-то моменты, и рано или поздно человек просто начинает в это верить и как бы, ну, соглашается с этим, ну да, я действительно такая. И поэтому никогда нельзя ничего терпеть в этой жизни. Если мне не нравится, как со мной разговаривают, как со мной обращаются, неважно, да, там в личной жизни, на работе, там в каком-то месте, я тут же даю понять, что как бы так не пойдет, со мной так нельзя. То есть я пытаюсь решить эту проблему, если я чувствую, что у меня не получается, все равно как бы это присутствует, я себя убираю с этих обстоятельств, либо я убираю этих людей из своей жизни, я не посещаю те места, этот круг общения, да, то есть я делаю все для того, чтобы вот эти негативные, деструктивные факторы
факторы никак не влияли на меня, не капали на мою нервную систему. Как бы если я приду на съемку, например, и кто-то мне нагрубит, либо что-то сделает такое, что мне не понравится, я никогда в жизни не буду работать с этими людьми. Я могу уйти со съемки, конечно, если мне грубо что-то скажут. Мое самоуважение вообще это самое важное. Да, возможно, это где-то может пойти мне в ущерб, если, например, говорить там про финансовую сторону и так далее. Но я считаю, что это дело второстепенное. Самое главное — это мое самоуважение, мое ощущение себя, чтобы мне было комфортно, мое душевное равновесие. Вот это самое важное, а потом уже все остальное. То есть я не буду терпеть людей, которые что-то говорят, делают так, как мне не нравится. Ну, я не вижу смысла. То есть у меня будет с ними либо очень поверхностное общение, либо же их не будет вообще. То есть я не хочу тратить реально свое время на какие-то пустые разговоры, которые мне вообще не по душе, которые меня раздражают, которые, в которых я вообще не вижу смысла. То есть я не хочу делать, потому что, как бы так нужно, потому что, вот мне нужно потерпеть этого человека, потому что там есть вероятность получить работу. Ради бога, мне не нужна такая работа, я не хочу это терпеть. Я не хочу приходить на вечеринку, где мне будет совершенно неинтересно, потому что, так просто прилично, там наши друзья, знакомые нас позвали, я понимаю, что мне совершенно не нужно, и что у меня есть дела поважнее, дела, которые я действительно сделаю с удовольствием для себя, для своей души, либо побуду в кругу семьи, своего мужа. Вместо этого идти туда, куда мне вообще не хочется, я этого делать не стану. Даже бывает такое, что вроде бы я и хотела пойти, знаете, собиралась, а потом чувствую что-то внутри такое, что мне подсказывает, что идти не нужно, что лучше остаться. Я, скорее всего, послушаю вот этот внутренний голос. Хотя иногда это просто без причины у меня это внутри возникает, и я себя слушаю, и чаще всего я понимаю, что я приняла правильное решение. Ребят, очень важно уметь говорить «нет», если вы знаете, что вам будет некомфортно, что вам придется что-либо терпеть. Я знаю, что у многих людей с этим проблема, они не умеют говорить «нет». Я такой человек, что во мне всегда это было, то есть, к сожалению, я не могу вас этому научить, как говорить людям «нет», потому что, у меня никогда такой не было проблемы, и да, я, к сожалению, не психолог, но нужно практиковаться, нужно пробовать для того, чтобы потом самим же не страдать. Потому что у меня была, например, такая знакомая, которая постоянно соглашалась, то есть она была и такой, добрым человеком, и постоянно соглашалась сделать то, сё, постоянно откликалась на какие-то просьбы, а потом мне же постоянно рассказывала, как это ей дискомфортно, как ей это неудобно, как ей это делать не хочется, либо как она страдает из-за этого. Человек такой, типа он добрый, типа он хороший, соглашается, а потом же другим жалуется, что как ему это напряжно, как это ему не нужно и так далее. Ребят, зачем же тогда такая доброта? Ты либо что-то делаешь в этом мире от чистого сердца, с душой, либо лучше ты это не делай. Это то же самое, как с благотворительностью. Если ты хочешь помочь какому-то человеку, ты с открытым сердцем, душой идешь и помогаешь, и делаешь это безвозмездно. Если ты не хочешь помогать, но просто хочешь создать некую видимость того, что ты хороший, добрый человек, то, Господи, лучше этого не делайте, лучше не надо. Да, что касается людей, я очень легко избавляюсь от людей в своей жизни, если это токсичные люди, если это люди, которые деструктивно на меня влияют, если у нас с этими людьми совершенно разные ценности, нет точек соприкосновения, либо эти люди меня просто раздражают, неважно, да, какая причина. Если они мне не подходят, их в моей жизни просто быть не должно. Я не хочу тратить, опять-таки, свою энергию, свое время на тех людей, которые, будут разрушать меня, получается, ребят. И для меня вообще непонятно, как люди просто годами общаются с людьми, которые их раздражают. Люди, знаете, у них такое общение бывает, что люди друг друга тихо ненавидят и сами догадываются о неприязни друг к другу, и при этом это общение такое токсичное, оно продолжается годами. Зачем? Поэтому, ребят, когда меня спрашивают, а меня реально спрашивали много раз: Элин, как избавиться от токсичных людей вокруг? Как? Просто брать и избавляться. Как так? Нужно же себя уважать, нужно же себя любить, ценить, и должен вообще присутствовать у человека инстинкт самосохранения. Это ваша нервная система, это ваше настроение, в конце концов, это ваше здоровье. Как вам просто себя, может быть, не жалко, что вы тратите себя на вот этих токсичных, деструктивных людей? Я не знаю просто, как
как помочь в таком случае? Ну, тут два варианта. Либо человек просто мазохист какой-то, что ему нравится просто, ну, таким образом над собой издеваться, либо какие могут быть другие еще варианты. Если мы говорим про какую-то финансовую выгоду, что вам почему-то нужно это общение, не знаю, там, может быть, какие-то деловые отношения, но опять-таки тут дело приоритетов. То есть для меня в первую очередь, опять-таки, мое душевное равновесие, оно идет на первом месте, а потом уже только финансы. Поэтому на самом деле никакие деньги, никакие бы как бы выгоды от какого-то общения, они бы меня не удержали, это 100%. Но я понимаю, что люди разные, не все такие, как я. Каждый для себя расставляет приоритеты и живет в соответствии с этим. В общем, ребят, самая главная мысль, которую я хотела донести, что нужно любить себя, ценить, уважать и вкладывать в свое здоровье, в свое душевное равновесие. И я верю в то, что только счастливый человек может сделать других людей счастливыми. На этом у меня все, ребят. Надеюсь, видео вам понравилось, а мы скоро увидимся. Пока!